Why did you let him kill me? It was the clown. Make the clown go away. Герметичная дверь шлюза отходила с таким звуком, словно кто-то с мясом выдирал коренные зубы из гигантской титановой челюсти. Скрежет гидравлический хрип и резкий, бьющий в ноздри запах дезинфекционного мыла, смешанного со старой застоявшейся мочой. Олег не снимал шлем скафандра, хотя датчики на запястье упрямо горели зеленым, сигнализируя: кислород 21%, азот 78%, токсины в пределах нормы. Норма здесь была понятием растяжимым. Станция Мир-14, заброшенный 30 лет назад исследовательский аванпост на орбите мертвого газового гиганта Архимед, пахло смертью. Но не той привычной сухой смертью космоса, где тела превращаются в ледяные восковые куклы, а смертью влажной, гнилостной, земной. Борт-инженер Ковалев, доложите статус. Хрустнул в наушнике голос диспетчера с челнока Браво-6. Голос шел сквозь плотную занавесу статики, сквозь миллиарды километров пустоты, казавшейся тонкой ниточкой, связывающей Олега с живым миром. «Вошел в сектор Б1», — хрипло ответил Олег. Собственный голос показался ему чужим, надтреснутым. Гравитация на четверти мощности. Освещение аварийное. Под ногами какая-то дрянь. Он опустил фонарь, закрепленный на плече. Луч выхватил из темноты пол коридора. Пластиковые плиты покрытия были покрыты темным маслянистым налетом. В некоторых местах этот налет пузырился, медленно, едва заметно пульсируя, словно под обшивкой станции билось огромное, ленивое сердце. Когда Олег наступал на эти пузыри, они лопались с глухим хлопком, выпуская наружу облачко серого пара. Датчики скафандра тут же сходили с ума, выдавая каскад предупреждений о неизвестных органических соединениях. Олег был чистильщиком. Его работа заключалась в том, чтобы прилетать туда, откуда корпорация «Атлант» экстренно эвакуировала персонал, и забирать жесткие диски с результатами исследований. Мертвые его не волновали. Мертвые не умели стрелять или подавать в суд. Но на Мире-14 все с самого начала пошло через задницу. В архивных логах значилось «эвакуация в связи с утечкой хладагента». Но хладагент не оставлял на стенах следы, похожие на засохшие полосы черной крови. И хладагент, черт возьми, не заставляет стены шевелиться.
Олег двинулся по коридору в сторону центрального научного блока. Шаги в условиях низкой гравитации выходили тягучими, как в кошмарном сне. Каждый раз, когда подошва его тяжелого ботинка отрывалась от пола, за ней тянулись тонкие, склизкие нити, похожие на черную паутину. Слева из темноты выплыл первый труп. Он висел в воздухе, зацепившись ремнем комбинезона за сломанный поручень. Это была женщина, точнее то, что от нее осталось. Ткань комбинезона на груди была разорвана аккуратным хирургическим разрезом от горла до паха. Внутри не было органов, вместо них из черного чрева переплеталось и, толкая друг друга, росли гроздья полупрозрачных белесых трубок. Они были похожи на ленточных червей, но каждый червь заканчивался крошечным, слепым подобием человеческого глаза без зрачка. Олег замер, желудок резко сжался. К горлу подкатил кислый комок утреннего пайка. «Диспетчер, тут тела. Из них что-то растет. Вы слышите меня? Из них растет какая-то фауна». В ответ раздался лишь плотный, жирный треск статики, а затем сквозь него пробился звук. Будто кто-то быстро-быстро перебирал по металлу сухими костяными пальцами. Звук шел сверху, из вентиляционной шахты, решетка которой была выбита и свисала вниз на одном болте. Олег вскинул тяжелый дробовик «Магма-9». Оружие весило почти 6 килограммов, но в его руках оно казалось единственным якорем реальности. Он повел стволом, выхватывая лучом фонаря темноту вентиляции. Ничего, только черная слизь, медленно капающая с краев короба на пол. Звук капель казался неестественно громким. Олег перешагнул через висящий труп женщины, когда его плечо скользнуло в паре сантиметров от ее лица. Ему показалось, что белесые трубки внутри ее живота одновременно повернулись в его сторону, уставившись своими слепыми глазными яблоками. Глава 2. Комната 404. Дорога к главному терминалу вела через жилой блок. Здесь кошмар обрел масштаб. В кают-компании Олег насчитал 8 человек. Они не были разбросаны взрывом или декомпрессией. Они сидели за столом. Их руки были примотаны к подлокотникам стульев толстыми полосами монтажной пены. Лиц не было. Вместо них из разорванных челюстей вниз к потолку уходили толстые жгутовые канаты из плоти и черных вен. Эти канаты пробивали пластиковую обшивку потолка, буквально врастая в саму конструкцию станции. Они были живы. Когда луч фонаря упал на ближайшего к нему мужчину, судя по останкам нашивки начальника сектора безопасности, грудная клетка несчастного судорожно дернулась. Сквозь полупрозрачную кожу горла было видно, как внутри что-то перекатывается, пульсирует, поднимается от желудка к пищеводу. Из разорванного рта мужчины вырвался тихий, булькающий свист. Горловая щель расширилась, и оттуда показалась бледная, лишенная кожи человеческая кисть. Она потянулась к Олегу. Пальцы судорожно скрючились, пытаясь поймать воздух, а затем рука втянулась обратно, увлекая за собой фонтан черной, маслянистой сукровицы. «Господи Иисусе!» – прошептал Олег, отступая назад. Его ботинок скользнул пожиже, он едва удержал равновесие. «Что вы здесь вывели, суки?»
что вы здесь жрали». «Олег!» – раздался шепот. Он вздрогнул так, что едва не спустил курок. Шепот шел не из рации. Звук раздался прямо в его голове, вибрируя где-то в районе затылка, вызывая острую, сверлящую боль за глазами. «Олег, сними скорлупу! Воздух чист! Мы чисты!» Ковалев прижал спину к стене каюты. Стены за его спиной были теплыми. Они не были металлическими. Металл уступил место волокнистой, хрящевой ткани, которая медленно переваривала титановые переборки станции. «Пошли вы нахер!» – выдохнул он, сжимая зубы до хруста. «Я забираю диски и ухожу!» Он бросился вперед, стараясь не смотреть на сидящие за столом фигуры, которые теперь синхронно, в такт его шагам, начали раскачиваться из стороны в сторону. Жгуты, уходящие в потолок, натягивались со звуком рвущихся струн. Дверь в лабораторию генетических исследований была заблокирована тяжелым металлическим ломом, просунутым между гидравлическими створками. Кто-то очень сильно не хотел, чтобы то, что внутри, вышло наружу, или наоборот, чтобы оно вошло. Олег уперся сапогом в стену и рванул лом на себя. Металл поддался жутким скрипом. Створки дверей разошлись на полметра, и изнутри пахнуло таким концентрированным ароматом тухлого мяса и формалина, что Олег закашлялся, несмотря на фильтры скафандра. Фильтры не справлялись. На внутреннем стекле шлема начал оседать тонкий, желтоватый налет. Он протиснулся внутрь. Центр лаборатории занимал огромный стеклянный инкубатор. Стеклянные панели были разбиты изнутри. Осколки, покрытые подсохшей слизью, усеивали пол. На операционном столе в центре лежал человек. Его голова была заключена в массивный стальной обруч, подключенный к пучку толстых кабелей. Этого человека Олег узнал. Доктор Аркадий Власов, руководитель проекта «Червивая кровь». Человек, чье лицо красовалось на всех брошюрах корпорации, как гений новой эры биологии. Сейчас гений выглядел иначе. Нижняя половина его тела была полностью уничтожена. Вместо ног и таза росла гигантская конусообразная масса, состоящая из переплетенных, бьющихся в судорогах черных червей. Они заменили ему плоть, они поддерживали его вертикально, удерживая на операционном столе. Власов открыл глаза. У него не было белков. Все пространство глазниц занимала сплошная, зеркально-черная жидкость, в которой отражался фонарь Олега. «Ты опоздал, чистильщик», — сказал Власов. Его губы не шевелились, но голос гремел в черепе Олега, заставляя кровь капать из носа прямо на внутреннюю сторону шлема. «Мы нашли то, что лежит за туманом. На краю Вселенной нет пустоты. Там есть мясо. Безграничное, голодное, чистое мясо, не скованное формой и моралью». «Закрой рот, док!» Олег вскинул дробовик, целясь прямо в черную глазницу исследователя. «Где главный архивный модуль?» Власов уродливо, беззвучно рассмеялся. Черви у основания его тела зашевелились быстрее, поднимая его фигуру выше над столом. «Модуль? Ты ищешь цифры?» Власов поднял руку. Его пальцы были неестественно длинными, без ногтей,
сужающимися к концам, как иглы шприцов. Цифры сгорели. Мы перевели код на истинный носитель, на биологический. Все данные здесь. Он ударил себя кулаком в грудь. Ткань халата лопнула, обнажая кожу, под которой, словно строки текста, двигались, извиваясь, тысячи крошечных, нитевидных паразитов. Они складывались в жуткие, неестественные геометрические узоры, от одного взгляда на которые у Олега закружилась голова. «Возьми информацию, чистильщик», – прошептал Власов. «Пусти ее в себя». С потолка прямо за спиной Олега с глухим стуком упало нечто. Глава 3. Мясной шторм. Олег развернулся на месте, падая на одно колено и одновременно нажимая на спусковой крючок. Дробовик рявкнул, заполнил тесную лабораторию грохотом и ослепительной вспышкой. Заряд вольфрамовой картечи разнес в клочья существо, которое только что пыталось прыгнуть на него. Это было существо, собранное из кусков человеческих тел, но соединенное воедино черной субстанцией. 3 руки, сросшиеся в районе предплечий, оторванная голова женщины, приваренная к боку уродливого вздутого торса. Существо издало пронзительный ультразвуковой визг, который ударил по барабанным перепонкам Олега даже сквозь шлем. Из разорванного выстрелом брюха твари на пол хлынула лавина. Это были черви, не те мелкие нити, что были под кожей Власова, а толстые плотные паразиты длиной с человеческую руку. Они были слепыми, но мгновенно сориентировались на тело скафандра и с невероятной скоростью поползли к ногам Олега. «Браво-6, запуск протокола отхода. Включите двигателя, я иду назад», – заорал Олег в рацию, поливая пол свинцом. Каждый выстрел превращал десятки червей в кашу, но на их месте из темноты коридора выползали сотни новых. Станция ожила. Вся биомасса, которая до этого момента лениво дремала в стенах, под обшивкой и в телах погибших, пришла в движение. Стены лаборатории начали сокращаться, словно пищевод огромного зверя. Металлические листы отваливались, обнажая пульсирующие, сочащиеся гноем мышцы. Власов на своем пьедестале из червей возвышался над этим хаосом. «Ты не уйдешь, Олег!» – гремел голос в голове чистильщика. «Мы все часть одного субстрата, червивая кровь. Это не болезнь, это возвращение к истокам. Космос не холоден, он жив, и он хочет жрать». Одна из живых плетей, свисавших с потолка, обвелась вокруг лодыжки Олега. Гравитация в 0.25G сыграла с ним злую шутку. Его легко оторвало от пола и вздернуло вверх ногами. Дробовик выскочил из рук и с металлическим стуком улетел в темноту. Олег повис вниз головой, лицом к лицу с Власовым. Из черного рта доктора уже вовсю лезли нити паразитов. Они тянулись к стеклу шлема Олега, оставляя на нем жирные мутные следы. «Отпусти, сука!» Олег выхватил с пояса аварийный плазменный резак. Короткий клинок раскаленного до бела газа с шипением вонзился в удерживающий его жгут. Ткань брызнула черной, горючей кровью, которая тут же вспыхнула от тепла плазмы. Живой канат судорожно сжался и выпустил ногу Олега. Чистильщик рухнул на пол, сильно ударившись плечом. Не теряя ни секунды, он пополз к выходу.
Сзади раздался оглушительный рев. Загоревшаяся биомасса начала выделять горючий газ, и лабораторию заполнило пламя. Но это пламя не уничтожило тварей, оно лишь заставляло их двигаться быстрее, яростнее. Олег бежал по коридору сектора Б1, задыхаясь. Индикатор кислорода в шлеме сменился на тревожный красный. Внимание! Разгерметизация внешнего контура. Фильтры забиты органическим субстратом. Воздух внутри шлема становился горючим, сладковатым на вкус. Олег чувствовал, как на его шее, прямо под кожей, начинает что-то чесаться. Маленький, едва заметный зуд, который с каждой секундой становился все сильнее. Они уже внутри. Промелькнула дикая, леденящая мысль. Фильтры пропустили споры или личинки. Перед ним показался спасательный шлюз. Дверь челнока Браво-6 была открыта. В проеме стоял командир группы, держа наготове штурмовую винтовку. «Ковалев, быстрее! Мы отстыковываемся!» – кричал он. За спиной Олега коридор станции окончательно превратился в ад. Стены схлопывались, смыкаясь, как зубы. Огромная волна из переплетенных тел, червей и содранной человеческой плоти неслась по коридору, заполняя все пространство от пола до потолка. Это был мясной шторм, порожденный безумием мира 14. Олег сделал последний, отчаянный прыжок, влетая в шлюз челнока. Командир тут же ударил по кнопке закрытия. Тяжелая бронедверь поползла вниз. В последний момент в образовавшуюся щель успели просунуться несколько черных, слизких отростков. Они с мерзким хрустом были перерублены гидравликой, оставив на полу шлюза дергающиеся, сочащиеся ядом куски плоти. Челнок содрогнулся. Пилот врубил маршевые двигатели на полную, уводя корабль прочь от проклятой станции. Глава 4. Инкубационный период. Олег лежал на полу шлюза, тяжело вздымая грудь. Командир подошел к нему, тяжело дыша, и направил ствол винтовки в грудь чистильщика. «Протокол карантина, Ковалев. Не двигайся. Снимай шлем, мы должны проверить твои зрачки». Олег медленно поднял руки. Зуд в шее стал невыносимым. Ему казалось, что под кожей, прямо вокруг сонной артерии, свела гнездо тысячи мелких голодных ос. Он потянулся к защелкам шлема. Руки дрожали. «Ребята!» – тихо сказал Олег. Его голос изменился. В нем появился тот самый странный двойной резонанс, который он слышал у Власова. Там, на станции, цифр не было. «Что ты несешь? Снимай шлем!» – крикнул командир, отступая на шаг назад. Его палец лег на спусковой крючок. Олег щелкнул замками. Герметичный шлем с шипением отошел от костюма. Он поднял голову. Командир челнока побелел. Его глаза округлились от ужаса. Из носа, из ушей, из-под век Олега медленно, лениво выползали тонкие, как волос, черные нити. Они переплетались в воздухе, словно пытаясь поймать невидимые вибрации корабля. А под кожей его щек, просвечивающийся сквозь бледный эпидермис, отчетливо вырисовывались буквы, складывающиеся в бесконечно повторяющееся безумное слово. «Червивая кровь! Червивая кровь! Червивая кровь!» Олег улыбнулся. Его зубы начали выпадать один за другим, освобождая место для чего-то более острого. «Мы привезли им отчет», – прошептал Олег.
И в этот момент его грудная клетка с треском раскрылась наружу, выпуская голодную тьму в замкнутое пространство челнока.